Сейчас я кастрюлю возьму, буду шлем делать. Из кастрюли. Только ты маме не рассказывай. Диана, ну да, я пройду. Диана, не мешай. Так, значит, наверное, это. Диана, дай я тихонько выйду, Диана, меня сейчас спалят тут. Ай, надо обуться. Что ты делаешь, Диана? А спонсор этого беспредела — Raid Shadow Legends. Это игра, которую можно установить и на смартфон, и на ПК. Вот я взрослый, занятой человек. У меня множество важных дел. И одно из преимуществ этой игры – это автобой. Мультибой – как раз то, что происходит на камере. Поставил автобой и поехал заниматься своими делами. Прям как Тамагочи, только реально, круче, потому что в стиле темного фэнтези и само работает. Прокачивайте и развивайте героев, которых тут действительно очень много. Тут есть эльфы, орки, дворфы. Отдельного внимания заслуживает дизайн всех этих героев. И каждая культура или фракция имеет свой уникальный неповторимый стиль. Испытайте себя в нескончаемых турнирах, соревнуйтесь со всем сообществом игроков в рейд, сражаясь в гнезде паучихи, на плато ледяного голема, со всемогущим лавовым рыцарем и печально известным драконом. Зарабатывайте очки и выигрывайте потрясающие награды и артефакты. Есть интересная фича. Вы можете пожертвовать слабого героя ради альфа-самца или эльфа-самки, таким образом улучшая любимых героев и героинь. Скачивая рейд по моей ссылке, вы поддержите мой канал, а также получите подарки для новичков, 100 тысяч серебряных монет и уникального чемпиона-законницу в качестве бонуса. Итак, моя добыча — это 3 кастрюльки. Одна из них — это уже почти готовый шлем. Вот, в принципе, нормально. И 2 еще. И это будет сегодняшний расходник, из которого я буду делать шлем. Шлем, который я должен был сделать на самом деле очень давно. Еще тогда, когда вышел сериал «Ведьмак». Боже. Если кто не знает, то в этом сериале жестко опустили Нильфгард, сделав им такие убогие доспехи, что просто вот, Да, я понимаю, хотели сэкономить, возможно, не было денег на нормальный реквизит, но, господи, делать говнолинолеумные доспехи на сериал, в котором у вас снимается Супермен, то есть денег хватило на Супермена, а на нормальные железяки не хватило. Так самое главное, что по этой вселенной сделана еще компьютерная игрушка. Самая известная из них — это Ведьмак 3: Дикая охота. И вот там дизайн доспехов, просто супер-пупер, у меня нет слов, мне все нравится. Да, там есть ошибки, есть неисторичности, есть нефункциональные доспехи, но это, черт побери, красиво и воспринимается нормально. Короче, у нас есть вот такой тазик, который должен превратиться вот в такой шлем типа салета, который как раз изображен на нильфгардских солдатах в игре Ведьмак 3. И мне это очень импонирует и очень нравится. Одной из проблем для меня будет то, что этот тазик сделан из слишком тонкой стали. Это вроде как нержавейка, и здесь толщина меньше миллиметра. И это, конечно, плохо. С другой стороны, здесь уже почти готовая форма на шлем. Мне остается только придать правильную геометрию моей заготовочки. Кстати, давайте я еще для интереса сделаю следующее. Я поставлю секундомер для того, чтобы понять, сколько времени нужно, чтобы из вот такого тазика сделать нормальный нильфгардский шлем.
Итак, это 1,5 часа работы. Если честно, я начинаю переживать, потому что, ну, очень тонкий материал. Я с таким, наверное, даже не работал никогда. Он гнется уже вот так. Фольга. Но что-то получается. Если честно, немножечко на какую-то то ли американскую каску похоже сбоку, если смотреть. Чуть-чуть отдаленно. Да. Здесь уже есть проблемные моменты. У меня материал сложился складками в этих местах. И это плохо. Если бы это был заказ, я бы уже делал просто из новой детали. Но учитывая, что это никакой не заказ, а просто безделушка для видео, то ничего страшного. Складочки и складочки. Ну что, нужно продолжать работу. И сейчас я буду обрабатывать перед и затылок. Так, здесь 3 часа 40 минут работы. Я немного отвлекался, конечно же. Если бы я чисто работал, не отвлекаясь на съемку, еще на некоторые дела, то, возможно, тут было бы 3 часа работы. Получается такой короткий салет пехотный. И, блин, из-за того, что тонкий материал, так геморно с ним работать. Это просто невозможно. Было бы здесь 2 мм стали, я думаю, здесь была бы уже красивенная, хорошая, правильная форма. Но из-за того, что он такой вообще, блин, тут миллиметра даже нету. Я думал, тут хотя бы миллиметр будет. Нагрев пропадает очень быстро. Боюсь слишком сильно ударить. Слишком подвержена пластина гофрам. А каждая гофра — это шанс вот такого брака. Короче, я уже не рад, что взялся за такой тонкий материал. Блин, ну, работа движется. Какая-то основа уже вырисовалась. Я, конечно, хотел, чтобы он был немного глубже, но тут материала банально нету. Форма шлема вряд ли будет повторять идеально точно музейные экспонаты, так как все-таки это Нильфгаард. Но сделать отсылку на средневековые европейские доспехи тут стоит. В «Ведьмаке» 3-й части очень красиво отобразили нильфгаарцев ребята из Польши, из CD Projekt Red.
Чего не скажешь про Netflix, который просто слепил какой-то кусок говнища. Уверен, что за те же деньги они могли бы заказать какие-то более правильные доспехи. В общем, на нильфгаарцев от Netflix, ну, просто без слез не взглянешь, так что вот. Хотя, конечно, спасибо Netflix за то, что они сняли такой сериальчик на интересную тему и выложили его даже в бесплатный доступ. Все-таки люди проделали огромный кусок работы, и просто так хейтить их, ну, тоже будет неправильно. Но черт побери, ну, нильфгаардские доспехи, блин. Итак, форма уже довольно приятная. Да, видно, что есть отличие от того, что я хотел изначально. Все-таки мне хотелось, чтобы он получился более длинный. У меня была идея, что когда я буду волнами вот так вот спускать материал, у меня все-таки вытянется побольше. Но этого не случилось. Хотя, с другой стороны, вот сейчас у него очень прикольная форма пехотного салита легкого, который коротенький. По сути, это прадедушка всех современных военных касок. В таком варианте шлем получается довольно легким. Его цена не будет такой большой, как если бы это был шлем, который глубокий. И в сочетании всех этих факторов такие шлемы, вероятно, были довольно практичными, потому что на голове не такая большая тяжесть, которую хочется лишний раз снимать. То есть одел себе и не замечаешь, что на тебе и голова, в общем-то, череп закрыт. А то, что обзор и дыхание было важно для средневековых воинов и, возможно, даже важнее, чем защита лица, об этом я уже пару раз говорил. Защита лица не всегда давала такое преимущество, чтобы хотелось ограничивать себе обзор и дыхание. Поэтому в Первую мировую, Вторую мировую каски были очень похожи на средневековые прототипы, а именно на салиты или шапели. Метод, с помощью которого я превращал мисочку в шлем, называется райзинг. То есть я как бы волнами постепенно сгоняю материал, формируя необходимую мне геометрию. Как точно называется эта операция на русском языке, я не знаю. Почему-то в комментариях часто пишут в очень негативном ключе, почему это я использую какой-то англосаксонский термин «райзинг», а не какое-то русское правильное слово. Я не знаю, как называется эта операция на русском или украинском. Я находил схожий термин, который называется «осаживание». Но дело в том, что осаживание – это, если мы рассматриваем ковку, это просто превращение куска материала
мы его сплющиваем. То есть это осаживание. В то же время это слово применяется в чеканочных учебниках как осаживание листа. Но, блин, там осаживание, а райзинг это четко. У нас есть лист, и мы райзингом его опускаем. Если знаете, как называется этот термин, напишите. Может, на украинском знаете, как правильно называется такой метод, я не знаю. И огромной проблемы, на самом деле, не вижу в том, чтобы называть райзинг райзингом. Теперь нужно сделать ребро. Вот здесь по центру очень часто, если не всегда, наверное, на средневековых салитах было такое ребрышко. Оно, конечно, служило усилением защиты и давало определенное ребро жесткости по всей конструкции вот так. То есть, если мы рубим шлем сбоку вот так, хоп, рубим его, то чтобы его разрубить и добраться до черепа, нужно больше усилий, чем если бы этого ребра тут не было. Чего не скажешь, конечно, если мы рубим вот так. Тут мы как бы параллельно ребру рубим, и это ребро уже особо ничего не сделает. Короче, оно было, оно красивое, поэтому я его сделаю. Ребро получилось не идеально ровным, немножечко на бок завалилось, но ничего страшного. Это же у нас чисто для ютуба. Есть интересные изгибы, которые дают, кстати, жесткости. Вот видите, теперь он так не играет, хотя если сделать ровные стенки, я просто вот так его рукой могу двигать, и он гнется слишком сильно. Я поработал еще час 40, то есть у нас было, кажется, 3 часа 40 минут в прошлый раз. И еще плюс час 40, это означает, что 5 часов 20 минут. Вот здесь сейчас примерно 5 часов 20 минут. Я думаю, что можно сделать крылья, и это уже будет узнаваемый шлем нильфгаардского солдата. Да, конечно, получилось не то, что я хотел. Хотелось сделать его ниже, но сейчас мне тоже нравится, поэтому этот шлем таким и останется в плане формы, но этот шлем не доделан. Крылья нужно еще приклепать, нужно установить изнутри кожу для подшлемника, ремешки с пряжкой. Хочется еще его
подкрасить красиво, там, возможно, золотое солнце нарисовать и так далее. Так что это будет сделано в следующем видео про этот шлем. А если это видео наберет 10 тысяч лайков, то я еще сделаю 2 выстрела по этому шлему из арбалета и лука и сделаю острый наконечник на болт и стрелу. Я думаю, что даже мой слабенький арбалет, который вы видели недавно на видео, должны пробить эту жестянку, потому что здесь, ну, прям вообще очень все тонко. По-моему, выглядит довольно неплохо. И мне кажется, что такой вариант шлема, ну, он получше, чем то, что попытались изобразить в сериале. О! Даже в таком недоделанном состоянии это уже что-то похожее на правду. В отличие от Netflix. По этому шлему будет еще одно видео про полное доделывание и, в общем, наведение определенного марафета. Пока что благодарочка всем патронам и патронессам, которые поддерживают меня на Патреоне. Также благодарность тем, кто посмотрел, поставил комментарий, лайк и так далее. И дополнительная благодарность Raid Shadow Legends, которые являются спонсором этого видео, за что им отдельное спасибо. За империю! За императора! Диана, за императора! Нет. За императора! Бу! Всем пока!